Добрый день, дорогие пекари! Недавно я проводила у себя голосование о том, какие рецепты вам были бы интересны. И многие из вас проголосовали за рецепты хлеба для стройности и похудения. Насчет похудения сомневаюсь, но есть возможность печь домашний хлеб и оставаться стройной. Для этого необходимо выбирать правильную муку и выбирать правильные рецептуры. Я не диетолог, скажу сразу. Если вы знаете больше меня, если вы диетологи или врачи, прокомментируйте, уточните то, что я говорю. Я могу где-то заблуждаться и говорить что-то неправильное. Я рассказываю только о том, как я себе представляю здоровый домашний хлеб. Так вот, мука, как правило, пшеничная либо ржаная, имеет достаточно высокий гликемический индекс. Гликемический индекс – это способность повышать содержание сахара в крови после того, как мы съели то или иное изделие. И, конечно, это не очень полезно, если этот индекс высокий, и, конечно, это ведет к накоплению жира в организме, то есть быстро мука расщепляется до сахара, сахар этот моментально всасывается в кровь, и моментально он у нас превращается в жир и откладывается на ненужных нам местах. Как этого избежать? Как снизить гликемический индекс той выпечки, которую мы делаем? Ну, во-первых, выбираем муку более низких сортов. То есть мы берем не высший сорт, а первый, второй, добавляем отруби, либо заменяем часть муки пшеничной на муку с низким гликемическим индексом. Кстати, самый высокий гликемический индекс, я смотрела таблицы в интернете, у муки рисовой. То есть это фактически крахмал, который моментально распадается под действием ферментов у нас в организме на сахара. Так вот, есть мука с низким гликемическим индексом. Например, это амарантовая, например, полбяная. То есть мы можем заменять часть муки на другие виды, которые снижают гликемический индекс. Либо мы берем муку грубого помола, либо мы добавляем отруби, которые помимо того, что имеют низкий гликемический индекс, они еще как абсорбент, они вычищают всю нашу пищеварительную систему и забирают с собой все ненужное. Есть еще другие полезные добавки, которые тоже помогают нам улучшать наше пищеварение, чистить наш организм. Это различные семена, это отруби. И есть еще такая интересная вещь, это уголь. Вот это бамбуковый уголь. Он используется в кондитерском производстве. Это специальный уголь очень мелкого помола, это фактически пудра, которую тоже можно добавлять в ваши продукты, и он положительно сказывается на пищеварении, но только если у вас нет противопоказаний. Будет наверняка вопрос, а можно ли взять обычные таблетки активированного угля и использовать их при выпечке хлеба. Сразу скажу, что это нежелательно, потому что вы не сможете смолоть так мелко, как на производстве, и у вас будут вот эти частицы угля скрипеть на зубах, и это будет неприятно. Но попробуйте смолоть в ступке, если вы хотите это сделать. Лучше купить в кондитерских магазинах вот эту мелкую пудру бамбукового угля. И второй момент, уголь активированный, он потому и активированный, потому что он очень сильный, и он у нас останавливает различные наши расстройства пищеварения. Он специально активируется, и это медицинский препарат. Здесь уголь такого действия не имеет, он действует гораздо мягче и является таким очистительным средством для нашего пищеварения. И плюс он придает очень интересный внешний вид изделия. Так вот, все это длинное предисловие было к тому, что сегодня я хочу показать вам интересный рецепт. Это пицца карбоне. На мысли ее сделать меня навела моя знакомая Наталья, которая живет в Италии. И там у них сейчас эта пицца очень популярна. Я уже пекла изделия с бамбуковым углем. Это были и булочки для бургеров, это был тортин черный. Очень интересно это выглядит. И еще одно интересное наблюдение. Если вы его используете, очень внимательно следите за тестом, потому что этот уголь активирует скорость работы ферментов в тесте, и оно перекисает гораздо быстрее, и клейковина теста может разрушаться. Из-за этого я не могу полностью сейчас перейти, например, на муку второго сорта или цельнозерновую. Мне нужна все-таки мука с крепкой клейковиной, чтобы у меня тесто не расползлось.
И я для этой пиццы буду мешать муку Макфа для пиццы. У нее хорошая эластичность, крепкая клейковина. Буду мешать муку первого сорта, это твердохлеб. Замечательная мука. И буду добавлять отруби для большей пользы. Вот такой у нас сегодня будет микс. И это будет пицца. Черная пицца под названием карбоне. Итак, ставим миску на весы. Начинаем с воды. Вода, напоминаю, должна быть холодная. Чем холоднее у нас вода, тем эластичнее будет тесто. Воды потребуется 150 граммов. Вода самая обыкновенная, из-под крана, холодная вода. Можете добавить несколько кубиков льда, от этого будет только лучше. Я сразу добавлю масло. Можете взять оливковое, я беру подсолнечное, можно взять кунжутное. Масло 1 столовая ложка, я просто вот так на глаз. И, конечно, я беру свою базовую пшеничную опару. Смотрите, какая она у меня готовая к работе. Прекрасная пшеничная опара. Как ее приготовить, смотрите у меня видео. По большому счету, это обычная 100% влажности закваска, раскормленная до необходимых размеров и несколько раз освеженная. 90 граммов. Пока отставляем все это в сторону. Беру другую сухую миску. Здесь буду смешивать муку. Я беру 100 граммов муки Макфа для пиццы. 100 граммов муки первого сорта, твердохлеб. Видите, какая она не белая. Берем пшеничные отруби, их потребуется 20 грамм. Ну а дальше я беру бамбуковый уголь. Очень аккуратно его открывайте, потому что очень мелкая пудра. Она везде разлетается и может вам все покрасить. Норма внесения бамбукового угля на 100 граммов муки примерно 2-3 грамма бамбукового угля. Вот 2 грамма у меня. На это количество муки я добавила 5 грамм. И теперь нужно мучную смесь тщательно перемешать все вместе, чтобы у нас пудра угольная распределилась равномерно по муке. Потому что он очень летучий. Если вы начнете сыпать и сразу мешать прямо в воду, у вас может все разлететься и покрасить вам абсолютно все вокруг. Мучная смесь у меня готова. И сейчас я возвращаю миску и высыпаю сюда эту мучную смесь серую. Все. Поверх муки сразу добавлю 5 граммов соли. Так, я замесила тесто. Сейчас я оставлю его отдохнуть минут на 30. После этого сделаю основной замес. Вот такой необычный оно получилось по цвету. Я думаю, будет очень красивое, необыкновенный цвет и вкус. Оставляю на 30 минут тесто отдохнуть. Так, прошло у меня 30 минут. Черное тесто мое приобрело эластичность. Сейчас я его замешу. Особого замеса какого-то тесто на пиццу не требует. Самое главное, чтобы оно было эластичное, и мы потом могли сформовать пиццу. Добавлю прям капельку воды. Я думаю, тут несколько граммов всего. Прям капельку хочу еще воды, чтобы чуть-чуть было нежнее тесто. Когда мы добавляем воду, проще всего ее в тесто ввести вот таким способом. Вы берете костяшки пальцев и делаете тесту массаж этими костяшками пальцев. И вода очень быстро входит в тесто. Ну все, собственно, у меня оно замешано. Будут подрывы, конечно, клейковины за счет того, что я использовала отруби. Почему я добавляю сейчас воду? Напомню, что у меня половина муки это первый сорт.
а у нее влагоемкость хорошая, она хорошо впитывает воду, лучше, чем высший сорт. И поэтому можно это тесто сделать более влажным. Чтобы сейчас его сильно не порвать, я его оставлю. Дальше мы выбраживаем при комнатной температуре. Комнатная температура у меня сейчас плюс 22 градуса. Я ставлю себе таймер и буду каждые полчаса делать растягивание, складывание в течение 2 часов. То есть я сделаю 4 растягивания и складывания. Прошло 30 минут. Смачиваю руки и делаю первое вытягивание и складывание теста. Количество теста небольшое. Я хочу сделать пиццы и сразу их съесть. Не хочу хранить тесто. Если вы хотите, можно тесто хранить какое-то время. Можно сделать больше. В холодильнике примерно дня 3-4 оно может продержаться. Оставляю еще на 30 минут и буду продолжать обминки. Второе складывание теста с углем. Смачиваем руки. Начинаем от места складки. Вытягиваю тесто вверх, помогаю себе рукой, складываю. С противоположной стороны вытягиваю, складываю. И еще с двух сторон. Это было второе складывание, еще предстоит 2. Накрываю, оставляю при комнатной температуре. Прошло еще полчаса. Сейчас я сложу тесто еще. Вытягиваю, складываю. Вытягиваю с противоположной стороны и с боков. Хорошее упругое тесто. Оставляю его дальше отдыхать и сделаю ему еще одно складывание. У меня сейчас последняя обминка. Тесто на пиццу. Оно уже заметно бродит. Смачиваю руки, растягиваю, складываю. Растягиваю, складываю. Еще с двух сторон. Переворачиваю. Упругое. Смотрите, какое хорошее тесто. Оставляю бродить его при комнатной температуре еще минимум на час, но скорее всего на 2 часа. Ну а потом можно будет уже делить на 2 части и готовить пиццу. Прошло 2 часа брожения после складываний. Сейчас я буду формовать. Берем муку на поверхность и на поверхность теста. Хорошее мягкое тесто. Мука, к сожалению, белая, но черной муки у меня нет. Сейчас я взвешу тесто. 500 граммов. Делим пополам. Так, 2 кусочка теста у меня получилось на 2 пиццы. Каждый кусочек теста 250 грамм на 1 порцию. Сейчас нужно сделать предформовку. Делаем колобок, прокатываем по поверхности до упругости. Получается вот такой упругий шар. Весь срезанный край заворачиваем вовнутрь, заворачиваем, прокатываем по поверхности. Обратите внимание, я делаю это там, где нет муки, потому что по муке тесто просто скользит и не цепляется, не округляется. Так, поместится. Накрываю миской, оставляю на 15 минут предформованные заготовки, и потом буду уже формовать пиццу, а сейчас самое время подготовить начинку. Прошли отлежку мои заготовки для пиццы. Одну я пока отставлю в сторону, а вторую я сейчас буду формовать. Формуем на муке. Какое классное получилось эластичное тесто. Мне очень нравится. Можно тесто раскатать, а можно его растягивать прям руками. Проходим по кругу и растягиваем тесто. Приготовьте пекарскую бумагу.
либо хорошо припыленную мукой лопату. Я уже говорила, что я бумагу пекарскую использую по несколько раз. Она у меня хорошая, не горючая. Поэтому вот у меня были булочки. А сейчас я на эту же бумагу выкладываю заготовку для пиццы. Я ее оставлю на несколько минут, она уже сопротивляется растягиванию, а потом подтяну и сейчас вторую сформую точно так же. Я еще чуть-чуть подтянула тесто. Сейчас я заготовки накрываю пленкой и оставляю примерно минут на 30-40 для того, чтобы они сейчас отдохнули, чуть-чуть поднялись, а потом будем наносить начинку и отправлять на выпечку. За это время надо разогреть духовку до максимальной температуры, какая у вас есть. Если у вас есть 300 градусов, грейте на 300. Если у вас есть температура 280, грейте на нее. Если 230, грейте на нее. Греем до максимально возможной температуры. Выпекаем либо на обратной стороне противня, либо выпекаем на пекарском камне, либо на сковороде, на каком-то теплоемком материале. И выпекаться она будет достаточно быстро. Чем выше температура, тем быстрее печется. И тем более нежное и хрустящее получится тесто. Начинку готовим. Все овощи и фрукты должны быть либо припущены, либо приварены, либо чуть-чуть обработаны на гриле. То есть мы сырые продукты не складываем на пиццу, кроме сыра. Все остальные овощи должны быть чуть-чуть уже приготовлены, потому что они просто не успеют у нас приготовиться. Все, накрываю пленкой и оставляю примерно на 30-40 минут. Так, смотрите. Тесто у меня отдохнуло 30 минут. Я сейчас его еще потяну больше. Так, разрыв небольшой, не страшно. Я сейчас по периметру его прохожу. Можно его чуть от серединки потянуть, чтобы чуть-чуть увеличить площадь. Так, все. Сейчас я буду делать начинку. Поскольку пицца у нас здоровая, сыр мы берем моцареллу. У меня здесь спаржа. И я сделаю из нее вот такие полосочки при помощи овощечистки. Спаржа у меня чуть-чуть приваренная в воде. Берем немного масла. Можно оливковое, можно подсолнечное. Слегка сверху спрыскиваем. Здесь у меня печеный перец. Так, и у меня розовый перец в моей перцемолке. Я думаю, это будет красиво. Присыпаю сверху. И еще моцареллу порежу на маленькие кусочки. Немножечко добавлю ее по краям. Добавили брокколи. И в таком виде можно отправлять запекаться пиццу. Сейчас я соберу вторую. Духовка у меня уже разогрета на 300 градусов. И печь я буду примерно 7-8 минут. Я не успела даже муку убрать. Смотрите, пицца у меня готова. Готовилась она 8 минут при температуре 300 градусов. Очень она сейчас горячая. Расплавленный сыр. Будьте осторожны. Смотрите, какая красота получилась. Сейчас чуть-чуть схватится сыр, буквально капельку она остынет, и можно будет ее есть. А я вам всем ее советую. Я уверена, что это очень вкусно и полезно. Готовьте со мной, получайте удовольствие, будем печь и испечем еще очень много всего интересного.